Трамп готовится к новой большой войне с Ираном. Перебрасывают сотни самолетов. Авиакомпании срочно отменяют рейсы на Ближний Восток. Иран заявляет, что не боится эскалации. Трамп утверждает, что переговоры с Тегераном продолжаются, как и перед войной в феврале. Румыния впервые сбила российские шахеды над своей территорией. Путин дожал Набиуллину. Российский Центробанк снизил учетную ставку. Мексика и США пытаются выяснить, кто виноват в грязном салате, из-за которого отравились тысячи посетителей ресторанов. Индийские студенты требуют отставки министров из-за махинаций со вступительными экзаменами. Испания и Франция эвакуируют целые города из-за лесных пожаров. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США и Иран ведут переговоры о прекращении войны. Президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран впервые демонстрирует настолько серьезный подход к возможному соглашению. Однако, по его словам, иранские власти пока не готовы принять окончательные условия. Трамп подчеркнул, переговоры продолжаются, но гарантировать их успех пока невозможно. Короткий вопрос об Иране. Вы говорите о том, чтобы взрывать гражданские электростанции и мосты. Значительная часть цивилизованного мира сочла бы это военным преступлением. А вы? Я не буду отвечать на этот вопрос. Вы откуда? Из The New York Times. Я так и думал. Из загибающейся The New York Times. Думаю, вариантов много. Есть военный выход. Мы просто продолжаем действовать так же, как сейчас. И можем даже увеличить дозу, уничтожить все, что у них есть. А есть более разумная стратегия — заключить соглашение. И они хотят заключить соглашение. Просто, по-моему, они пока еще не готовы. Но они действительно хотят заключить соглашение. Иногда они не хотят говорить, что хотят соглашения. Они хотят выглядеть крутыми парнями, но на самом деле хотят договориться. Есть два пути. Можно просто продолжать делать ровно то, что мы делаем сейчас, и разбирать их по частям. Мы могли бы делать это быстрее, и, возможно, так и поступим. Или можем вести с ними переговоры, чем мы сейчас тоже занимаемся. То есть прямо сейчас, пока мы говорим, мы с ними разговариваем. Следует ли нам ожидать масштабных ударов? Послушайте, мы прямо сейчас с ними разговариваем. Думаю, с каждым днем они относятся к этому все серьезнее. Возможно, по очевидной причине. Но сейчас мы с ними разговариваем. Послушайте, есть два пути. Я считаю переговоры более разумным путем. Но другой путь, вероятно, проще. Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. И при желании мы можем вывести это на гораздо более высокий уровень. Знаете, мы готовы это сделать. Как вам известно, оружие заряжено. Мы полностью вооружены и готовы действовать. Но мы с ними разговариваем. Поэтому посмотрим, к чему приведут переговоры. Я считаю, Джефф, что они настроены очень серьезно. И им следует быть серьезными. Им все равно предстоит заключить соглашение. Но мы с ними разговариваем. Думаю, они настроены серьезно. Думаю, сейчас они настроены намного серьезнее, чем когда-либо прежде. Но это не означает, что мы обязательно достигнем соглашения. Мы уже видели, что происходит. Однако я всегда предпочитаю этот вариант. Что станет для вас переломным моментом, после которого вы примете решение? Сейчас я не могу вам этого сказать. Мы с ними разговариваем. Поэтому, знаете, возможно, никакого переломного момента не будет, а возможно, будет. Мы готовы действовать. Послушайте, оружие заряжено. Мы готовы действовать, но мы с ними разговариваем. Поэтому, возможно, переломный момент наступит, а возможно и нет. США готовятся к новой масштабной военной кампании против Ирана. В регион перебрасывают дополнительные самолеты-заправщики и истребители. Стратегические бомбардировщики Б-1 уже совершают боевые вылеты с британской авиабазы Фэрфорд. Президент Дональд Трамп заявил, что близок к решению о массированной атаке, которая может превзойти предыдущие операции. По его словам, войска полностью готовы. Одним из главных аргументов сторонников эскалации становятся свежие оценки американской разведки. По данным New York Times, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаминеи значительно больше своего отца заинтересован в создании ядерного оружия. Разведка считает, что он изучает возможность разработки компактной термоядерной боеголовки для дальнобойной ракеты. После американских и израильских ударов в Тегеране усилились позиции чиновников, называющих атомную бомбу единственной гарантией от нового нападения. Иран официально продолжает отрицать военный характер своей ядерной программы. Израиль тем временем готовится к резкому обострению. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines и итальянская ИТА отменили рейсы в Тель-Авив на выходные. Корпус стражей исламской революции объявил законными целями британские базы, используемые американскими бомбардировщиками. В Лондоне ответили, что готовы защищать страну от возможного удара. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не боится угроз, не поддастся давлению и продолжит защищать свои права в Ормузском проливе. Он выступил в кыргызстанской Чолпон-Атей, где проходит двухдневная встреча министров иностранных дел с Шанхайской организацией сотрудничества. В ней участвуют представители 10 стран, включая Китай и Россию.
Мы не боимся угроз, не склонимся под тяжестью давления и не потерпим неприемлемого языка. У нас есть принципиальная политика, и мы продолжим следовать этому собственному принципиальному курсу. Защита интересов и прав иранского народа, а также прав Ирана в Ормузском проливе и регионе Персидского залива относятся к числу наших принципов и целей. Мы добиваемся их осуществления, никого не боимся и не отступим перед какими-либо угрозами, пока не достигнем своих целей и не обеспечим выполнение законных требований иранского народа. Естественно, мы продолжим двигаться этим путем. В настоящее время между нами и Соединенными Штатами нет проблемы с посредничеством. Посредники существуют, стороны обмениваются посланиями, их позиции доводятся друг до друга. Проблема заключается в подходе Соединенных Штатов, который по-прежнему основан на запугивании и принуждении. Исламская республика показала, что не подчинится американскому диктату. Мы ни при каких обстоятельствах не отвечаем на язык силы, давления и угроз. Президент Соединенных Штатов уже неоднократно пытался действовать таким образом и видел результат. Он публиковал сообщения и делал заявления, которые уже на следующий день сам формулировал совершенно иначе. Атаки хуситов и возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива грозят новым скачком цен на нефть, удорожанием перевозок, продовольствия и импортных товаров. Если блокада продлится несколько недель, последствия ощутят потребители по всему миру. После ударов по двум саудовским танкерам нефть подорожала на 7% и впервые с мая превысила $100 за баррель. Перевозчики уже начали менять маршруты. 2 танкера взяли курс на Суэцкий канал, еще несколько отказались от захода в саудовские порты. Баб-эль-Мандеб стал ключевым маршрутом после ограничения судоходства через Ормузский пролив. Саудовская Аравия перенаправила к Красному морю более 70% нефтяного экспорта. Теперь через пролив перевозят около 7% мировой добычи нефти. Если хуситы перекроют этот путь, судам из саудовского порта Янбу придется следовать через Суэцкий канал и огибать всю Африку. Одновременная блокада 2 главных нефтяных маршрутов Ближнего Востока может спровоцировать глобальный энергетический кризис. Пока неизвестно, сколько продлится эта новая блокада в Красном море. Однако, думаю, следует ожидать вмешательства дополнительных сил или усиления мер защиты, чтобы, по крайней мере, Суэцкий канал оставался открытым и обеспечивал свободный проход. Я не считаю, что мы уже достигли этапа, на котором существует реальная угроза Суэцкому каналу. До того, как появятся хотя бы разговоры о подобной угрозе, должно произойти еще немало событий. Багдад и Тегеран отрицают, что премьер-министр Ирака Али Фалех Аз-Зейди привез в Иран американское предложение о прекращении огня. Его пресс-служба назвала публикацию New York Times полностью выдуманной. Иранская сторона также заявила, что сообщение искажает действительность. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, посредников для обмена посланиями с Вашингтоном достаточно. New York Times со ссылкой на неназванных иракских и иранских чиновников утверждала. Тегеран отверг план президента США Дональда Трампа, поскольку временное перемирие не решало вопрос Ормузского пролива. Сам Трамп подтвердил лишь переговоры. По его словам, Иран настроен серьезнее, но к соглашению пока не готов. Аз-Зейди прибыл в Тегеран после 5-дневного визита в США. Он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом, почтил память убитого верховного лидера Али Хаминеи. Официально стороны обсуждали безопасность, энергетику, торговлю, воду и транспорт. Подписаны несколько соглашений. Далее Аз-Зейди посетит Турцию, Саудовскую Аравию и Сирию. Россия подготовила ракеты для нового массированного удара по Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки и стран-партнеров. По предварительной информации, атака может произойти в ближайшие 48 часов. Зеленский призвал жителей страны соблюдать осторожность, следить за сообщениями властей и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также Зеленский добавил, что Украина надеется на понимание со стороны партнеров и напомнил, что первый приоритет, с которым союзники могут помочь, это ПВО. Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Сегодня или завтра предварительная информация такова, что удар может быть нанесен в течение 48 часов. У нас есть четкие сведения разведки. В России готовят на осень новую, достаточно масштабную волну мобилизации. Сейчас россияне теряют на фронте больше военнослужащих, чем набирают. А Путин собирается еще больше усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны новые россияне для участия в штурмах. Мы готовимся к встрече с президентом Соединенных Штатов и его командой. Я благодарю Америку. Благодарю каждого, кто поддерживает Украину, наших людей и нашу защиту жизни. Румынский истребитель F-16 впервые сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Аппарат обнаружили над Черным морем.
в 20 километрах от города Сулина. На перехват подняли 2 румынских F-16 и 2 итальянских Еврофайтера. Происхождение беспилотника пока устанавливают, однако военные считают, что это был ударный дрон типа «Шахед», используемый Россией против Украины. Ранее российские беспилотники неоднократно залетали в Румынию, но Бухарест их не сбивал. В нашем воздушном пространстве находился беспилотник. Несколько минут назад, примерно в 11 часов утра, его сбил румынский летчик на истребителе F-16. Важно подчеркнуть, что это была ненаселенная местность. Именно поэтому пилот смог атаковать цель сверху. Сейчас специалисты соответствующих ведомств проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Это все, что я хотел сказать. Хорошего дня. Сегодняшняя успешная операция стала результатом взаимодействия военно-воздушных сил Румынии с итальянскими военно-воздушными подразделениями, размещенными в стране для выполнения миссии усиленного воздушного патрулирования. Воздушную цель обнаружили за пределами национального воздушного пространства. На протяжении всего маршрута ее непрерывно сопровождали радиолокационные станции подразделений боевого дежурства и воздушного патрулирования. После пересечения государственной границы беспилотник также постоянно сопровождали дежурные истребители. На первом участке маршрута итальянский Еврофайтер, на последнем — румынский F-16. Решение об атаке приняли своевременно. На всем маршруте цели постоянно оценивались возможные последствия, после чего был выбран оптимальный момент для ее уничтожения. Во время визуального наблюдения летчики сообщили нам, что это беспилотник типа «Шахед» или «Герань-2», как вы его называете. Повторю, когда мы получим все технические данные, то сможем точно ответить на этот вопрос. Сейчас также очень трудно рассуждать о том, нес ли он взрывчатку. Исходя из военного опыта, могу сказать, поскольку это был не разведывательный или наблюдательный беспилотник типа «Гербера», в подавляющем большинстве случаев аппараты такого типа несут на борту взрывчатый заряд. Владимир Путин осмотрел Иркутский авиационный завод. Ему показали серийный МС-30-1210, который российские власти называют полностью импортозамещенным, а также учебно-боевой Як-130. Первый лайнер пока только готовят к полету. Еще 17 машин для Аэрофлота находятся на разных стадиях сборки. Поставки вновь отложены, теперь до 2027 года. МС-21 — среднемагистральный самолет, задуманный как российская замена Боингу 737 и Airbus A320. Он рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Версия МСО от 21 до 310 оснащена российскими двигателями ПД-14. С нагрузкой, соответствующей 175 пассажирам, лайнер пролетел более 3800 километров. Первый МС-21 поднялся в воздух еще в 2017 году, но запуск серии неоднократно переносили. Санкции вынудили заменить зарубежные двигатели, авионику и другие системы, а российские комплектующие сделали самолет тяжелее и сократили его дальность. Центробанк России неожиданно снизил ключевую ставку с 14,25% до 14%. Вопреки прогнозу большинства опрошенных рейтер-аналитиков. Они ожидали паузы из-за ускорения инфляции после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и складам Wildberries. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина признала, подорожание топлива уже распространяется на широкий круг товаров и услуг. Бензин с начала года прибавил 16%. Удары по складам крупнейшего интернет-магазина, по ее словам, нарушили поставки и могут дополнительно повысить цены. Годовая инфляция выросла с 5,3 до 6%. Одновременно Центробанк теперь ожидает нулевой рост российской экономики, хотя правительство рассчитывает на 0,4%. Решение принято после встречи Набиуллиной с Владимиром Путиным. Тот ранее публично заявил, что снижение ставки должно и будет продолжаться. Некоторые экономисты восприняли эти слова как сигнал Центробанку. Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%. По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены. Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета, смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным. Это нашло отражение в повышении траектории ключевой ставки в этом и следующем годах.
В июне рост цен ускорился. В основном это было связано с ситуацией на топливном рынке, а также с возобновлением роста цен на плоды и овощи, которые нетипично сильно дешевели весной. Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. Это предсказуемо отразилось на инфляционных ожиданиях, которые в июле значительно выросли. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Примерно так они отреагировали на повышение НДС. После краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались. Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней. Мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года. Это шоки предложения, но какое они будут иметь влияние на рост цен, да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики. Потому что не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики. Если он временный, приходящий, и эффекты его исчерпываются по мере прохождения этих шоков и через какое-то время, то денежно-кредитная политика на них может и не должна, в принципе, реагировать. Нет, меры поддержки мы не рассматриваем, потому что считаем, что у страхового сектора в целом достаточный запас прочности. Страховщики у нас осуществляют страхование. Российская национальная перестраховочная компания осуществляет перестрахование имущества и от рисков терроризма, и от рисков и атак беспилотников. И в рамках перестрахования происходит перераспределение рисков от страховщиков к РНПК, перестраховочной компании. Да, есть рост выплат, но и у страховых компаний, и у РНПК достаточно ресурсов, чтобы осуществлять выплаты, оставаться финансово устойчивыми. И вот, как я уже сказала, запаса капитала страховых компаний сейчас достаточно. Почти 2000 человек заразились кишечным паразитом в США. Около 100 пациентов госпитализированы. Управление по контролю за продуктами и лекарствами и Центры по контролю и профилактике заболеваний расследуют вспышку циклоспороза, охватившую уже 9 штатов. Главный подозреваемый – измельченный салат «Айсберг» из Центральной Мексики, который поставляли в рестораны быстрого питания Taco Bell. Заболевшие посещали заведения сети в Индиане, Кентукки, Мичигане, Огайо и Западной Вирджинии. 17 июля компания Taylor Farms отозвала салат, поступивший в магазины, рестораны и предприятия общественного питания. Завод в Центральной Мексике временно закрыт. Американские власти призывают не употреблять продукцию из списка отзыва. При этом источник заражения окончательно не установлен. Сначала американское ведомство сообщило, что обнаружило паразита в одном из образцов салата, но после повторной проверки признало результат ложноположительным. Исследования салата и воды, проведенные мексиканской стороной, также не выявили циклоспору. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум распорядилась провести эпидемиологическое расследование. Министр здравоохранения Давид Киршенобих заявил, что доказательств связи вспышки с мексиканской продукцией пока нет. Мы запросили информацию у Министерства здравоохранения, поскольку Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США уже проводило первоначальное расследование. Сначала там заявили, что речь идет о мексиканском салате латуке, либо о салате, экспортированном в Соединенные Штаты из определенных районов Мексики. Затем сообщили, что результат анализа был ложноположительным. Именно так это называется. Теперь они вновь вернулись к этой версии. Мы охотно предоставим информацию через Министерство здравоохранения. Сейчас проводится эпидемиологическое исследование, которое должно установить, действительно ли происходящее связано с продукцией из Мексики. С самого начала мы совместно работали с Управлением эпидемиологии, Национальной службой здоровья, безопасности и качества агропродовольственной продукции, Синасика и Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков, Кофеприс, а также с американскими властями и Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Один из образцов
дал положительный результат. Однако затем американское управление отозвало свое заключение. Результат оказался ложноположительным. Поэтому сейчас у нас нет никаких подтверждающих данных. Тем не менее, мы выехали в штат Гуанахуато и взяли образцы для проведения собственного расследования совместно с центрами по контролю и профилактике заболеваний США. Пока не обнаружено никаких доказательств, которые позволяли бы утверждать, что источник находится именно там. Однако мы принимаем все меры предосторожности на случай, если эта версия все же подтвердится. Циклоспора попадает в организм с пищей или водой, загрязненными фекалиями. Паразит вызывает продолжительную тяжелую диарею, боли в животе, тошноту, слабость и обезвоживание. Симптомы могут сохраняться несколько недель и возвращаться после временного улучшения. Через месяц после разрушительных землетрясений в Венесуэле поиски пропавших без вести продолжаются. Однако объемы международной помощи сокращаются. Родственники ежедневно приходят к разрушенным зданиям и требуют не прекращать разбор завалов. 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. По данным властей, погибли более 5300 человек. По обновленной 23 июля оценке Международного комитета спасения пропавшими без вести остаются около 41 тысячи человек. А ООН допускает, что их число может достигать 50 тысяч. Тысячи людей лишились жилья и работы и по-прежнему живут во временных лагерях. Врачи сообщают о массовых психологических травмах и нехватке специалистов. В первые 2 суток спасением пострадавших занимались главным образом местные жители. Запоздалая реакция военных и государственных служб вызвала критику в адрес исполняющей обязанности президента Делси Родригес. В Индии проходят массовые протесты студентов. Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы Дели из-за регулярных утечек экзаменационных заданий, в том числе тестов для поступления в медицинские вузы. Протестующие обвиняют в неспособности защитить систему образования министра Дхармендру Прадхана и правительство премьер-министра Нарендры Моди. Студенты требуют отставки Прадхана, публичных извинений и компенсаций пострадавшим абитуриентам. Власти попросили предоставить им время до субботы для ответа на эти требования. После согласия правительства на переговоры общественный деятель Сонам Вангчук прекратил голодовку, продолжавшуюся 26 дней. Однако протесты не прекратились. Ситуация в стране вызывает тревогу. Экзаменационные задания попадают в чужие руки, места в учебных заведениях продают, голоса избирателей крадут, а студенты сталкиваются с несправедливостью. Несмотря на все это, ни премьер-министр Нарендра Моди, ни министр образования Дхармендра Прадхан, ни министр внутренних дел Амит Шах не подали в отставку. Правительство полагает, что после прекращения голодовки активистам Сонамом Вангчуком наше движение утратит силу, а требование об отставке министра образования постепенно исчезнет. Но этого не произойдет. Мы требуем отставки Дхармендры Прадхана, чтобы подобные нарушения больше никогда не повторялись. Дхармендра Прадхан должен покинуть свой пост. Молодежное крыло оппозиционного индийского национального конгресса провело символический погребальный обряд перед портретами Прадхана, Моди и министра внутренних дел Амита Шаха. Один из участников в знак траура обрел голову. Недовольство экзаменационными скандалами усиливается на фоне безработицы среди молодежи и обвинений властей в коррупции. Фронт огня к западу от Мадрида продолжает расширяться и теперь движется к Эль-Эскориалю. Из местного кемпинга срочно вывезли 5000 человек. Общее число эвакуированных и жителей, которым приказано не покидать дома, в мадридском регионе и провинции Авила выросло до 63 тысяч. Власти признают, основную часть пожара при нынешней погоде потушить невозможно. Основные силы направлены на защиту Эль-Эскориаля и Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаля. Одновременно спасатели пытаются не допустить соединения Мадридского огненного фронта с огнем, наступающим из Авилы. В Вилья-дель-Прадо полностью сгорели 43 дома. О погибших в зоне этих пожаров не сообщается. Ночью ветер должен ослабнуть. Это даст наземным подразделениям возможность перейти к активному тушению лесных пожаров. Гражданская гвардия задержала предполагаемого виновника пожара в Авиле. Еще один человек проходит по делу как подозреваемый. Следствие считает, что возгорание вызвало использование тяжелой техники в запретной зоне. Огонь отрезает французский Кап-Ферре. За 2 суток пожар, начавшийся у Сомоса, прошел более 20 тысяч гектаров леса и добрался до жилых кварталов на побережье Атлантики. Полуостров эвакуируют по единственной дороге, и через залив Аркашон свои дома и гостиницы покинули уже более 40 тысяч человек. К вечеру власти сообщали как минимум о 40 сгоревших домах. Огонь уничтожил часть пляжной зоны Гран-Кроу. Погибших среди жителей пока нет. В Жеронде введен больничный план чрезвычайной ситуации. На линии огня около 1000 пожарных и 260 единиц техники.
Франция запросила помощь Евросоюза, направлены самолеты из Хорватии и Португалии, тяжелые вертолеты из Чехии и Словакии. Поперек полуострова создают 2 противопожарных рубежа, чтобы не пустить пламя дальше на юг. Это был худший сценарий, которого я особенно опасался, тот самый, из-за которого я не спал ночами последние 10 лет. Последние 1,5 месяца мы находились в экстремальных погодных условиях. Ни капли дождя, а температура значительно превышала норму. И теперь, к сожалению, мы столкнулись с огромным беспрецедентным пожаром, который всего за 2 дня уничтожил более 20 тысяч гектаров. Такого еще не бывало. Ни мы, ни пожарные никогда ничего подобного не видели.